Жилье в руках власти превращалось в отличное средство борьбы со строптивыми гражданами. Немцы, которые приезжали в Советский Союз и видели, что происходит, в каких условиях живут рабочие, и они не могли поверить своим глазам, что люди живут в таких условиях. Человек был просто расходным материалом, на комфорт которого выделялись минимальные средства. Я удивляюсь, когда сегодня люди говорят, вот Сталин молодец, он как красиво строил, да, пришел Хрущев, и началась вот такая вот жопа, да, Хрущев враг людей. Советский эксперимент завершился, продемонстрировав тотальную неэффективность социалистической системы. Сегодня неспроста у меня есть вместо ноутбука стоит панельный такой домик, пазик, потому что сегодня мы будем с вами говорить о жилье. И от этого ролика будет очень и очень больно. Да, к сожалению, пригорит у многих поклонников Советского Союза. Я уже вижу ответы мне от фанатов Совка. Мы сегодня будем говорить об одном из главных мифов Советского Союза, о бесплатном жилье. Любой спор о плюсах и минусах Совка, он рано или поздно приводит к аргументу о бесплатных квартирах, да? Ведь в Советском Союзе трудящимся выдавали бесплатное жилье. Это ли не чудо, друзья? Ну и заодно это можно простить Совку вообще все минусы, потому что бесплатные квартиры. Аттракцион неслыханной щедрости, по мнению фанатов Совка, должен наповал сражать воображение. То, что стоимость этих квартир была заложена вообще в зарплаты по умолчанию, адепты зачастую просто отказываются понимать. И с таким же успехом, не знаю, можно порадоваться, например, за зэков, ведь у них тоже есть бесплатное жилье, бесплатная медицина и даже бесплатное трехразовое питание. Ну, чем не рай? Но этот всесоюзный лохотрон с бесплатной раздачей квартир начинает играть новыми красками при попытке разобраться, что же за квартиры раздавали гражданам страны. Но давайте начнем с истории. С развитием промышленности в 19 веке увеличился приток людей из деревни в города. Это происходило во всем мире, не только в России. Разрушался многовековой уклад жизни, когда крестьян было больше, чем горожан. Для рабочих на окраинах городов возникают бараки, так называемые рабочие поселки с очень плотным заселением. Большую популярность получили так называемые доходные дома, которые стали прообразом современных многоквартирных строений. Ну, что такое доходный дом? Да, это многоквартирный жилой дом, который был построен для сдачи квартир в аренду, ну, как общежитие. Но даже с учетом миграции людей в города, к приходу к власти большевиков примерно 85% населения все еще проживало в сельской местности. На момент зарождения Советского Союза городское население составляло только 15%. В 17 году Российская империя окончательно заваливается вместе со своей сословной структурой общества и традициями жизни. Все стали равны. В 20-е годы СССР готовился к мировой революции и отходил после гражданской войны. Жилищную проблему в городах на этом этапе решили просто самым революционным способом. Отобрали жилье у тех, кто имел больше одной комнаты на человека, и раздали тем, кто победнее. Так появились коммуналки. Это какой-то позор. Доходные дома превратились в бездоходные. В квартиру площадью 200-300 квадратных метров могли заселить до 15 семей. Конечно, это нравилось трудящимся. Можно вспомнить какой-нибудь народный фольклор. «Милка, ты танцуй, танцуй, славно в этом мире! Хнычет выгнанный буржуй по своей квартире!» И благодаря этим мерам в Москве только с 17 по 20 годы процент рабочих, которые проживали в пределах Садового кольца, увеличился с 5 до 50. В 10 раз. Но экспроприация буржуйского имущества не могла продолжаться бесконечно. А тут еще товарищ Сталин в своей бесконечной мудрости затеял индустриализацию в масштабах всей страны. Начинается эра типового проектирования. Да, типовое проектирование приобрело значительный скачок как раз в годы первых пятилеток. Рост населения страны почти на 40 миллионов человек. Непрерывный приток рабочей силы в города, необходимость замены старого жилищного фонда – все это требовало массового строительства. И здесь, опять же, очень важно обратить внимание, что это не потому, что Советский Союз прямо так начал резко развиваться и резко идти вперед. Эти процессы, еще раз, они происходили во всем мире. Изменились технологии, началась индустриализация, появились
новые машины, и города во всем мире начинает стремительный рост как раз в начале 20 века. В 30-е годы появляются первые так называемые сталинки. Они, кстати, и по сей день преподносятся как идеал жилья, которое создавалось в СССР. Ну, на фоне хрущевок, коммуналок и бараков сталинки действительно смотрятся неплохо. Но если сталинки мы с вами начнем сравнивать с тем, что было до большевиков, то они будут гораздо хуже, потому что дореволюционные дома, условия для жизни тех, кто мог себе позволить хорошую жилплощадь до революции, были немножечко лучше. Ну, например, средняя площадь квартир составляла 200-300 квадратных метров, а это дома конца 19 века, да, то средняя площадь квартир в сталинках была 60-90 квадратных метров. И количество квартир в одном подъезде увеличилось просто в несколько раз. Высота потолков уменьшилась с 3,5-4,5 метров, которые были до революции, считались нормой, до в среднем 3-3,20 метра в сталинке. Ухудшилась отделка квартир, при этом сталинки это было все-таки элитное жилье, которое было доступно высшим категориям советского общества. Остальные люди жили в дешевом жилье, в бараках, и, конечно, ни о каких высоких потолках и так далее они даже мечтать не могли. Поначалу программа индустриализации вообще не предусматривала строительство нормального жилья для рабочих. Основным жильем становились наспех возведенные бараки, которые строили просто рядом с предприятиями. Те деревяшки, двухэтажные деревянные вот эти вот дома, которые мы видим практически до сих пор по всей России, до сих пор там люди живут, спустя 100 лет, это тоже сталинки. Просто мы их сталинками не называем, мы их называем деревяшками. Так вот, друзья, деревяшки это тоже сталинки. Жилье рядом с работой это, конечно, удобно, вышел из дома и вот ты уже стоишь у станка. Но минусами такого расположения были заводской шум, ужасная экология, выбросы, дым, все это летело прямо в окна. И, конечно, жизнь в этих бараках для рабочих, она была просто ужасна. Бараки, как правило, возводили из дерева, потому что это дешево. Бараки делали двухэтажными, потому что одноэтажное здание с учетом подведения коммуникации строительства фундамента было просто менее выгодным, а трехэтажное здание было уже опасным, потому что строили наспех, и вот 2 этажа были в самый раз. Вход в барак обычно был один, он по центру здания, от него расходились такие длинные темные коридоры, и там были просто жилые комнаты вот с 2 сторон. Ну, в любом городе такие деревяшки есть, пожалуй, кроме Москвы, наверное, Питера, не знаю, сохранились ли в Питере эти деревяшки. На каждом этаже была 1 или 2 общие кухни, и это было единственное место в здании, где была вода. Ну, естественно, только холодная. Туалет был во дворе, это такая стандартная будка, выгребная яма. Ну, блин, а что я вам рассказываю? Да? Еще раз, выйдите на улицу, если вы живете не в крупном городе, посмотрите, все это есть. Комнаты в бараках площадью в 12-15 квадратных метров, отопление печное, ванных вообще в принципе не было, для помывки использовались общественные бани. Одной из тонкостей нового советского быта стало то, что интеллигенция, ну, например, учителя и врачи, жили на общих основаниях в тех же самых бараках. Массовый этап вот возведения этих бараков пришелся на 30-е, на 40-е годы, и тогда мало кто предполагал, что спустя вот там 80 лет, да, если мы берем массовое строительство, что спустя 80 лет люди останутся жить в этих самых деревяшках. И здесь надо понимать, что было 2 мира. Один идеальный, в нем архитекторы рисовали на бумаге фантастические проекты соцгородов. Они фантазировали, как советский человек будет жить в коммуне. Даже по современным меркам это выглядит очень круто. Но потом все упиралось в суровую реальность. А в суровой реальности просто не было денег. Зато в этой суровой реальности были бараки. Хороший пример – это строительство Магнитогорска. Туда пригласили работать немцев. Тогда, в 30-е годы, в СССР приехал строить новые районы немецкий проектировщик Эрнст Май. Приехал со своей командой, он был такой вот, ну, один из таких знаменитых архитекторов того времени. Вот он, воодушевленный успехами Советского Союза, воодушевленный индустриализацией, приехал работать в Советский Союз. В Европе в это время остро стояла проблема массового жилья для рабочих. Новое рабочее жилье делалось индивидуальным. Разрабатывались разные варианты минимальных экономичных квартир на одну семью и способы как-то соединения их в комплексы. Эрнст Май добился хороших результатов. Например, он построил во Франкфурте поселки нового типа. Стоимость квадратного метра жилья в Германии тех лет обходилась примерно в 1000 советских рублей. Еще раз, 1000 советских рублей, и в Германии тогда
строили индивидуальное жилье. Индивидуальное жилье для рабочих. В СССР понятие «рабочая квартира на одну семью» было вообще ругательным, и оно было вообще выведено из употребления еще в 1929 году. Капитальные каменные дома, которые проектировал Май, изначально предполагались вообще просто коммунальными. Официально была заявлена норма 6 квадратных метров на человека. 6 квадратных метров на человека для рабочих. Когда Эрнст Май ехал в СССР, он думал, что на строительство квадратного метра жилья будет выделяться 198 рублей. Это было в 5 раз меньше, чем в Германии, но ему пообещали вот 198 рублей, чувак, мы так и быть на рабочих потратим. Когда он приехал, начал работать, оказалось, что молодое, но нищее государство может выделить только 100 рублей за метр. Еще раз, это в 10 раз меньше, чем выделяли в Германии. 4 марта 1931 года вышло постановление СНК РСФСР о лимите средней стоимости жилой площади. Согласно документу, цена квадратного метра была ограничена 102 рублями. Но так как строить нужно было не только бараки для рабочих, а еще дома для начальства, не забывайте, да, что все, конечно, равны, но существовало всегда два мира. Это небольшое привилегированное жилье привело к тому, что стоимость массового квадратного метра снизилась до 92 рублей. Еще раз, в Германии 1000 рублей, у нас 92 рубля на квадратный метр. За короткое время группа Мая сделала проекты застройки городов и отдельных районов Нижнего Новгорода, Волгограда, Нижнего Тагила, Магнитогорска, Кемерово, Новокузнецка. Я указываю современные названия городов и многих других. В подчинении бюро Мая были советские строители. В основном это были плохо образованные, неквалифицированные, бежавшие из деревень от коллективизации крестьяне или депортированные крестьяне. Квалификация, Май писал в своих письмах, что квалификация их была близка к нулевой. Первоначальный проект Мая сразу уперся в советскую нищету. Стоимость проектированного им Магнитогорска на 200 тысяч жителей составила 471,6 миллиона рублей. Всего на все жилищное и коммунальное строительство в РСФСР на 1931 год было выделено 1,1 миллиарда рублей. Поэтому объем строительства каменных домов сократили до 15 тысяч жителей. Остальные 185 тысяч человек размещались в бараках, землянках, палатках и вагончиках. Дома Мая в Магнитогорске будут сдаваться и заселяться без водопровода, без канализации, там не было кухонь, а порой не было даже внутренних перегородок. То есть это был просто барак, а там были как нары, шторками были сделаны перегородки. Май даже писал Сталину, однако план строительства тяжелой военной промышленности, известный как индустриализация СССР, предполагал снижение уровня жизни населения до физически возможного минимума и использование полученных таким образом ресурсов в промышленном производстве, что, собственно, очень ярко проявлялось в новых построенных на пустом месте городах, таких как Магнитогорск. То есть все деньги, они уходили на заводы, на станки, на вот эту индустриализацию. На то, чем гордятся фанаты совка. Вот вы поговорите с любым фанатом совка, он же вам скажет, что Сталин молодец, эти вот сталинисты, да, он поднял промышленность, построил заводы. Конечно, построил он заводы. На костях людей, которые просто жили в рабских условиях. На костях ваших прадедов, на костях ваших бабушек, дедушек. А сейчас вы бегаете с его портретом, сидя в кофейнях тогда, и бьете себя в грудь, как замечательно, да, столько там народу там, да ничего, какая разница. Люди просто пыль под ногами. Главное это заводы, главное, да, а люди хрен с людьми. О качестве строящихся в СССР домов и жилищных условиях в них впечатляющий отзыв написал немецкий архитектор Рудольф Вольтерс, который в 1932 году приехал в СССР проектировать вокзалы. Отдельные двухкомнатные квартиры занимали только высшие чиновники и партийцы, а также немногочисленные женатые иностранные специалисты. Русские инженеры, если они были женаты, имели одну комнату. С очень большой семьей 2 комнаты. 2 или больше таких семьи делили между собой одну кухню. Мне никто не поверит, если я скажу, что холостые рабочие живут по 20-30 человек в одной комнате, в казармах или бараках. Многие семьи делят одну комнату и тому подобное. Но я всегда поражался тому, с какой невероятной наглостью
русская пропаганда работает за границей. И как ей удается сравнивать пару новых поселков в Москве и Ленинграде с берлинскими дачными колониями. В России пропаганда уже 15 лет грохочет так сильно и непрерывно, что товарищи действительно верят, будто по сравнению с немецкими рабочими они живут в раю. Еще раз, это был 1932 год. 1932 год. Немцы, которые приезжали в Советский Союз и видели, что происходит, в каких условиях живут рабочие, они поражались, и они не могли поверить своим глазам, что люди живут в таких условиях. Но, судя по всему, пропаганда работает до сих пор, потому что об этом никто не говорит, зато все хвалят товарища Сталина за построенные заводы. А о людях у нас никто не думает. Со Второй мировой капитальное строительство в СССР прекратилось вообще. Ну, тогда понятно, да, все ресурсы были брошены на войну, при этом на территориях, которые пострадали от оккупации, потери жилого фонда составили около 50%. В первые годы после войны ресурсы в лучших сталинских традициях были брошены, конечно, на восстановление промышленности. А вот жилой фонд восстанавливался медленно. В то же время были созданы типовые проекты домов для всех регионов страны. В основном строились дома от 2 до 5 этажей, продолжалось строительство домов коммунального типа. В 1953 году товарищ Сталин скончался. И программы строительства были пересмотрены. 4 ноября 1955 года вышло историческое постановление номер 1871 ЦК КПСС и Совета министров СССР об устранении излишеств в проектировании и строительстве. Эпоха советского монументального классицизма закончилась. Ей на смену пришла функционально-типовая архитектура. Было все понятно, что история с этими сталинками, она была очень дорогой. Да? И то, что Хрущев начал строить свои пятиэтажечки и все остальное, это не потому, что он враг людей, да, потому что вот Сталин такой хороший, Сталин делал такие вот красивые дома, он строил высотки. Сталин хотел, чтобы вот у рабочих были дворцы для рабочих. А Хрущев пришел засранец такой, и он начал всех пихать в пятиэтажки. К Хрущеву можно как угодно относиться, конечно, можно его хейтить и так далее, но я хочу напомнить, что вот вся эта история с пятиэтажками и устранением излишеств, она была того, что просто была катастрофа. Когда мизерный процент приближенных к власти, партийной элиты и так далее, начальство, они, конечно, жили в этих сталинках, как бы это были дворцы для элиты, для номенклатуры. А простой народ жил в бараках с сортиром, извините, на улице, с выгребной ямой. И другого выхода, конечно, на тот момент не было. И я удивляюсь, когда сегодня люди говорят, вот Сталин молодец, он как красиво строил. Да, пришел Хрущев, и началась вот такая вот жопа. Да, Хрущев враг людей. Итак, при Хрущеве здания потеряли свою эстетичность, потеряли индивидуальность. Взамен зато резко увеличилась экономичность, строгая функциональность, что позволило обеспечить многих жильем. Ну и опять же, нужно понимать, что подобные процессы происходили во многих странах мира, особенно в послевоенной Европе, потому что вот эти вот роскошные стили, тоталитарная архитектура, которая была и в Германии, и в Италии, она себя дискредитировала Второй мировой войны. Это считалось, что ассоциации были вот с диктаторами, с фашизмом, поэтому архитектура очень быстро меняется, в том числе и в Европе, и начинают строить те же самые коробочки. Также было объявлено, что коммуналки были вовсе не проектом советской власти, а вынужденной мерой в период индустриализации, и что проживание нескольких семей в одной квартире ненормально и является социальной проблемой. И да, тогда, кстати, пообещали всех из коммуналок переселить, но коммуналки до сих пор никуда не делись, их, конечно, уже единиц, но они до сих пор есть, в том числе даже и в Москве. Да, объявили, что необходимо массовое строительство с использованием новых технологий, ну и так родилась знаменитая советская хрущевка, которая стала символом плохого, неудобного, низкокачественного жилья. Но здесь надо понимать, что хрущевки, они стали огромным шагом вперед по сравнению с тем, что творилось при Сталине. Хрущевки пришли не на замену сталинкам, они пришли на замену баракам с выгребной ямой на улице. И тогда главной целью стало обеспечение каждой советской семьи отдельной квартиры к 1980 году. Примерно в том же году планировалось и наступление коммунизма. Однако к середине 80-х отдельными квартирами были обеспечены только 85% советских семей. Коммунизм тоже как-то не наступил, поэтому тогда полное закрытие дефицита жилья отодвинули на 2000 год. Вот. И приход коммунизма тоже переехал примерно в то же время. Но, как мы знаем, и коммунизм не наступил, и до сих пор люди живут в коммуналках. Первые серии хрущевок
пытались сделать из кирпича, но быстро перешли на казавшиеся тогда более дешевыми панели. На бумаге дома выглядели простыми, но на практике транспортировка панелей на стройке оказалась довольно дорогим удовольствием, которое уничтожало и без того плохие, традиционно плохие дороги. Сами же здания получались чудовищно энергонеэффективными, и стремясь удешевить здания, все нормы просто опускали до предела. Ну, например, потолки уменьшили с 2,90, 3,20, да, их уменьшили до 2,30 и 2,50 сантиметров. И это, ну, то есть можно было рукой дотронуться до потолка, ну, кто был в этих хрущевках, знает, да. Были даже варианты с потолками 2,2 метра. То есть это вот просто рост человека. Я вот был в таких домах, это жуть. Нормальная допустимая площадь комнаты уменьшилась с 14 квадратных метров до 7. Кухня была в наличии, но размеры стали просто чисто символическими, около 6 квадратных метров. Ну и что? Что жилье было бедненько. Экономия же. Обеспечивали же всех жителей страны бесплатным жильем. Зато вот качество было ого-го, не чита нынешнему. Советское качество. Это часто можно услышать, вот адепты секты фанатов Советского Союза. Ну, хотя качество было действительно советским, да, только это качество было дерьмовым. Ну и что интересно, вот это вот советское качество, которое почему-то многие считают хорошим, высмеивали даже советские карикатуры, и никто не стеснялся и не испытывал вообще никаких иллюзий относительно этого вот советского качества. Ну, кстати, в марте 1961 года был зарегистрирован случай обрушения стен пятиэтажного дома серии 14475, и причина — дом собирали в мороз, а при оттепели просто оттаял раствор кирпичной кладки цоколя. Интересно, кстати, что за раствор там был, они что, на киселе этот кирпич клали. В общем, цоколь был раздавлен весом верхних этажей, и случилась беда. Причина простая: нарушение требований при производстве работ в зимний период времени. Хорошо, что это произошло еще до того, как строительство закончилось, дом был пустой. Впрочем, там могли быть строители, но в источнике, к сожалению, не сказано, погибли кто-то тогда или нет. Морозы в Свердловске в январе-марте 1966 года доходили до 30 градусов по Цельсию, однако работы по монтажу пятиэтажного крупнопанельного дома не прерывались. Да и кто их прервет? Кто позволит сорвать план по обеспечению трудящихся бесплатными квартирами? Далее цитата. 27 марта 1966 года наступила положительная температура наружного воздуха. Началось оттаивание замороженного бетона и раствора. Потребовалось 4 суток с положительной температурой воздуха, и 30 марта дом рухнул. О как! За 4 дня советский, образцовый, особо прочный, по мнению ряда выдающихся экспертов, дом для трудящихся просто растаял, ака ледяная избушка из известной сказки. Но даже такому жилью советские граждане были безумно рады, потому что альтернативой иногда были вообще землянки. В 70-е и 80-е годы строительство хрущевок продолжалось, но в этот период появились и так называемые брежневки. Дома этого типа продолжают строить и по сей день. Брежневки считаются более качественным жильем, нежели хрущевки. Площадь двушки в типичной панельной брежневке 45-48 квадратных метров, что на 7 метров больше, чем в хрущевке. В брежневках уже появились раздельные санузлы, потолки были не менее 2,5 метров, были чуть потолще стены, поэтому вы не слышали, о чем разговаривают ваши соседи. Стандартная этажность всех советских городов после сталинского периода 5 и 9 этажей. Почему появилось ограничение в 9 этажей? Все очень просто, потому что если в доме было бы более 9 этажей, то нужно было делать дополнительную пожарную лестницу, нужно было, чтобы было 2 лифта в подъезде, а не один. Также газовыми плитами можно было пользоваться только до 9 этажа. Одной из главных причин ограничения в 9 этажей называют то, что пожарные лестницы доставали максимум до 9 этажа. В итоге почти все районы всех советских городов превратились в безликие гетто, застроенные одинаковыми серыми бетонными коробочками. Когда фанаты совка рассказывают, что в СССР жилье раздавали бесплатно, они почему-то забывают упомянуть, что квартиры не принадлежали жильцам. Вы не могли продать квартиру, вы не могли ее унаследовать, потому что на самом деле квартиры принадлежали государству. Жилье в руках власти превращалось в отличное средство борьбы со строптивыми гражданами.
Любого человека, который плохо трудился или был чем-то недоволен, могли уволить с последующим выселением из так называемых ведомственных помещений. Жилье стало частью распределительной системы. Власть поощряла и наказывала жильем своих рабов. С помощью жилья можно было контролировать миграционные потоки в интересах государства. Можно было направлять массу людей на стройки века. Человек был просто расходным материалом, на комфорт которого выделялись минимальные средства. Страна с радостью помогала братьям из соцлагеря, различным банановым республикам, вкладывала огромные средства в вооружение, и все это делалось за счет граждан, превращенных в рабов. Бесплатное советское жилье строилось советскими гражданами и многократно оплачивалось низким уровнем жизни и низким качеством этого самого бесплатного жилья. Но даже это бесплатное жилье было превращено в еще один способ контроля людей. Советский эксперимент завершился, продемонстрировав тотальную неэффективность социалистической системы. Однако сегодня миллионы людей почему-то скучают по совку и халяве. То есть им это кажется каким-то благом. Я-то в советские времена. Я-то в советские времена. Ну, я еще понимаю, что те, кто постарше, они скучают по своей молодости, юные годы, любовь. Все это пришлось на советскую эпоху, и люди ностальгируют. Да? Это обычное явление для человеческого мышления. А вот те, кто помладше, вот те, кто банально не знает реальности советской жизни. Они наслушаются каких-то сказок, вот эти вот молодые люди, они верят в эти сказки, даже не представляя, насколько враждебно было советское государство по отношению к своим гражданам, рабам. Когда вы в следующий раз будете слышать сказки про вот это вот бесплатное советское жилье, да, вы подумайте на минуточку о том, что вообще советский человек мог купить на свою зарплату. Мог ли он купить себе так вот просто пойти купить машину, да, как сегодня я вижу просто студенты покупают себе машину, берут все эти автокредиты, покупают все эти повозки вообще без каких-либо проблем. You know, there's a 10-year delay in the Soviet Union of delivery of an automobile. And this happened to a fella, and this is their story that they tell, this joke. That this man, he laid down his money, and then the fella that was in charge said to him, okay, come back in 10 years and get your car. And he said, morning or afternoon? And the fellow behind the counter said, well, 10 years from now, what difference does it make? And he said, well, the plumber's coming in the morning. Мог ли советский человек просто пойти купить себе какую-то одежду? Куда он мог поехать? Что вообще он мог купить на свою зарплату? Сколько ему нужно было лет откладывать, чтобы купить, не знаю, телевизор? Вы посмотрите реально, как жили люди, что им было доступно, какие сервисы, услуги, какие возможности у них было. И вы просто поймете, что это не бесплатное жилье, а это просто народ был в рабстве у системы. В то время как у номенклатуры, в то время как у начальников было все, простой человек, простой рабочий, простой советский человек довольствовался подачками. И слова вякнуть не мог, да, потому что рожей не вышел, да, переедешь за 101 километр. Такая вот история, друзья. И в следующий раз, когда вы будете слышать сказки про прекрасное бесплатное жилье, включайте голову и думайте, что было на самом деле. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в новом ролике. Распространите, ставьте колокольчик, комментики, распространяйте этот ролик. Всем пока.